Привет, друзья! С вами Лада. Эту сумочку мы плели на прямых трансляциях. Ссылочки на прямые трансляции эти я оставляю вот здесь, также в описании под видео. Но мы не успели с вами как следует прикрепить ручки. Я показала принцип, как они у меня будут закрепляться, но все-таки до конца я это не доделала. Поэтому в этом видео я буду показывать, как я буду плести ручку для сумки и также как я ее буду крепить. Все очень подробно. Если вам эта тема интересна, то я приглашаю вас к просмотру. Как вы видите, одна ручка у меня уже готова, но я здесь поторопилась, я ее полностью закрепила и заранее не измерила длину ручки, чтобы вторую сделать точно такой же длины. Поэтому я взяла веревочку или ниточку и вот таким вот образом измерила длину всей ручки. Вот получилась у меня вот такая вот ниточка, именно по ней я буду ориентироваться, плести вторую ручку. Итак, сама ручка плетется очень просто, по принципу обычной косички, но тройными трубочками разноцветными. Вот таким вот образом я их складываю друг на дружку. То есть у меня между вот этими коричневыми идет одна синенькая трубочка. Вот таким образом их друг на дружку закрепляю и обматываю это место малярным скотчем. Очень-очень хорошо так обматываю, чтобы ничего у меня не расползлось. Потом я малярный скотч уберу, и все хорошо будет. Здесь разъединяю их на 3 стороны. Так, допустим, вот так вот. И начинаю плести косичкой. Ну, принцип косички всем понятен, всем знаком. То есть сначала я 3 трубочки поверх вот этих вот нижних, далее идут сверху 3 трубочки, я по одной обычно начинаю. Так, далее следующие. То есть все то же самое, если бы вы плели косичку одинарными трубочками, только мы плетем с вами ее тройными. Вот таким вот образом. Ну и, конечно, здесь мы с вами сужаем это все место, чтобы она у нас была не широкая такая, а более узкая. Плетем очень-очень плотно. Проволоку я в ручку, в косичку не вставляла. На мой взгляд, вот я первую ручку сплела, на мой взгляд, она и так очень даже неплохо получается по плотности. Очень плотная, форму держит хорошо, поэтому я подумала, что проволоку даже и не обязательно. При каждом витке я поправляю косичку, укладываю так трубочки. Здесь самое главное это начать, вот здесь начать, а там дальше она уже пойдет плестись легко. И я постоянно ее сравниваю вот по толщине с первой ручкой. Если все устраивает, плету дальше. Мне такой вариант ручки к этой сумочке очень понравился. Я как вот увидела, сразу поняла, что да, в этой сумочке будет такая ручка. Но можно сделать и косичку и из 8 трубочек. Тоже очень хорошо будет смотреться. Единственное, что я примерила такую косичку к своей сумочке, но мне не очень понравилась. Она такая более тоненькая получилась. Ну, в принципе, как вариант. Трубочки у меня обработаны пропиткой с водой. Вот в этом видео я очень подробно показываю процесс обработки. Поэтому они очень эластичные, такие как кожаные получаются. Вообще для плетения, конечно, такие трубочки просто идеально. Вот, ну и так как мы с вами расположили цветные трубочки в определенном порядке, да, поэтому у нас и рисуночек вот такой получается. Итак, мы с вами подошли к моменту наращивания трубочек. Посмотрите, какие коротенькие кончики остались, уже точно нужно нарастить.
И здесь я замечаю, где у меня будет незаметное наращивание. Приблизительно это будет вот в этой области, потому что вот эти 3 трубочки потом наложатся вот так, и это место скроется. Поэтому я что делаю? Я вот именно в этом месте начинаю обрезать трубочки для наращивания. Вот по косой вот так вот. Одну трубочку, вторую трубочку. Не обрезайте слишком, например, далеко от этого места, потому что иначе у вас не очень пойдет потом плетение. Итак, обрезала. И сейчас вот это все начинаю наращивать. Для этого мне нужна одна синяя трубочка и 2 коричневых. Наращиваю я все точно так же, как и вообще наращиваю. То есть я обрезаю от начала трубочки немножечко буквально. Все точно так же. ПВА у меня идет в дело. Одну покажу. И все остальные точно так же у меня наращиваются. Все. Остальные наращу, включу. Так, вот смотрите, вот здесь у нас было наращивание. Вот где голубая трубочка, тут более видно. Сейчас мы с вами это наращивание закрываем этой порцией трубочек, которые тоже сейчас нарастим. Посмотрите, место наращивания скрылось, его совсем не видно. А если мы даже на изнаночную сторону повернем, то мы видим, что и на изнаночной стороне наращивания совсем не видно. То есть оно прячется и с лицевой стороны, и с изнаночной. Все то же самое я проделываю и вот с этими трубочками. Здесь я и говорю, что нужно вот этот момент очень хорошо определить, чтобы и с обратной стороны ничего не было видно, и с этой стороны ничего не было видно. Итак, нарастили, продолжаем плести дальше. Сужаем постепенно. Вот и места наращивания у нас все скрылись, вообще ничего не видно. Так что не переживайте, не бойтесь наращивать. Главное потренироваться, и все будет хорошо. Ну вот, ручка готова. Сейчас я посмотрю по длине, достаточно ли у меня. Да, достаточно. Тут я уже даже лишние витки сделала. Немножечко расплету. И вот с этого места у меня тут замечено уже как и что. Я вот так вот уже просто складываю эти трубочки и закрепляю все малярным скотчем. Точно так же, как и вот у меня с другого конца. Ну, все практически идентично. Вот здесь я могу уже даже обрезать трубочки. Что сейчас и сделаю. Уже на корзине не буду это делать. Все под одно расстояние обрезаю. Я привыкла обычно показывать в своих видео все моменты, поэтому и этот момент не исключение. Вот здесь у меня первый кончик, где вот пометочка есть. Я его обрезаю прямо по этой пометочке канцелярским ножом. То есть не стала я мучиться ножницами, срезать трубочки. Канцелярским ножом это делаю. Здесь нужно быть очень-очень аккуратными, чтобы не срезать себе пальчик. Кстати, канцелярским ножом получается аккуратнее это все срезать. И здесь тоже немножечко подправлю канцелярским ножичком. Вот в первой ручке я не сделала такого, а в этой уже. Все, ручка готова, будем сейчас закреплять ее. Итак, закрепляем мы вторую ручку абсолютно симметрично первой ручке. То есть мы подмечаем вот эти все места. Например, у меня ручка не доходит один ряд до вот этого плетения. Это все я замечаю. И вот с этой стороны точно такой же будет у меня расклад. Я уже подметила два места,
где будут крепиться концы ручки, веревочками все это сделала. И сейчас вот таким образом я ее немножечко выправляю. То есть она у меня здесь будет так, а здесь вот именно таким образом. И начинаю ее крепить. Но на самом деле одной сложно это сделать, поэтому если у вас есть поблизости кто-то, кто может поддержать ручку, это будет здорово. У меня вот на камеру я попробую сделать одна. Значит, я, видите, не дохожу один ряд. И вот здесь вот закрепляю. Закрепляю белыми нитками, а потом я их немножечко подкрашиваю, и они становятся совсем незаметны. Ну вот как-то так. Это пока еще не все. Не думайте, что на этом закончится это все дело. Здесь второй конец точно так же закрепляю. Говорю, это, конечно, лучше вдвоем делать, потому что, ну, сами видите, сложно. Надо, чтобы кто-то держал. Вот у меня обычно муж держит, а я закрепляю. Но здесь на видео буду стараться делать это одна. Так, закрепила. Теперь следующими веревочками точно так же закрепляю уже и низ. Продеваю их вот в это место. Я на этом конце ручки покажу. Здесь у нас малярный скотч, я его отрезаю, убираю. Иначе, если мы его оставим, он будет виден у нас в ручке. Ну, немножечко он подрал трубочки, но это ничего, они же все равно у нас все будут спрятаны. И вот здесь вот я это все точно так же завязываю ниточкой. Связываю как бы. Тоже желательно вдвоем это делать, но тут уже, если есть второй человек, то, конечно, попросите его. Нитка оторвалась, ничего страшного. Все равно кусочек остался. Нам эта нитка уже не пригодится. Так. С другим концом ручки делаю все то же самое. Итак, я уже ручку привязала к корзине. Сделала я это для того, чтобы при последующих действиях с ней она прочно сидела на своем месте. Я не боялась, что она куда-то выпрыгнет или соскользит или что-то в этом роде. Потом нитки можно убрать, а можно уже оставить нитки вот так вот. И сейчас я буду ее еще больше укреплять. Для этого я беру проволоку. У меня это простая флористическая проволока в оплетке. Покупала я ее в магазине Леонардо. Вот так это все выглядит. 0,95 мм в диаметре. Кстати, спасибо за подсказку с проволокой одной мастерицы. Аллочка, привет тебе. Спасибо большое. Я вот прям рада, что такой способ для себя открыла. И сейчас вот просто втыкаю проволоку в ряды. В общем, нам нужно с вами также завязать нашу ручку только с помощью проволоки. Закрепить ее не с помощью ниток, а с помощью проволоки. Для этого я ее вот таким вот образом продела. И начинаю вот так вот закручивать. Ну и, конечно же, у меня рядом плоскогубцы. Сейчас поближе вам все это покажу. Как смогу, все поближе покажу. Вот, и начинаю закручивать проволоку на ручке. Старайтесь не закручивать ее вот здесь вот, а старайтесь, чтобы она вот там, рядом прямо с ручкой у вас закручивалась. И получается, что проволока очень хорошо стягивает ручку с корзиной, прям очень-очень сильно и прочно все получается.
Теперь я саму проволоку обрезаю, откусываю как бы. Так, что я потом с ней делаю? Я ее откусываю побольше. Угу. Неудобно, я покупала проволоки без оплетки, она была более удобной. Ну, в принципе, это тоже пойдет. И вот сейчас вот я ее прячу. Просто вот таким вот образом укладываю на ручку. И теперь последний этап в креплении нашей ручки. Мы будем с вами ее обматывать трубочкой. Здесь я взяла коричневую трубочку, немножечко ее вот так смягчаю, обрезаю под уголком кончик, прикладываю таким образом и начинаю оплетать. Чтобы все хорошо держалось, я вот в это место сейчас капаю клея. Вот так вот. И вывожу трубочку наружу через другую сторону. Ну, тут вы уже сами, я думаю, что сообразите, как вы ее будете оплетать. Я думаю, что ничего сложного в этом вопросе нету. Все достаточно просто. Берем, оплетаем один конец ручки и второй конец. Так как я проволоку еще приплюснула плоскогубцами, то она у нас не выбивается наружу, поэтому трубочка ее оплетает совершенно спокойно. Вот оплетание происходит на каждом ряду. Вот так вот. Потом мы ряды все подтянем, и будет все красиво смотреться. Ну и засекаем, смотрите. С этой стороны мы оплетали 5 где-то витков, ну 5-6 витков, да, значит с этой стороны тоже у нас 6 витков должно быть оплетено. И вот я закончила оборачивать конец ручки. Здесь у меня 6 витков получается. Я вывела снова вот эту трубочку наружу. Далее вот сюда вот между ручкой и сумкой, вот в это место я капаю ПВА. Ну, у меня из шприца оно туда выдавливается. Так, чуть побольше даже. Тут
тоже сами контролируйте, сколько вам надо клея. И вот эту трубочку я завожу прямо внутрь между ручкой и сумкой. Вот сюда вот она помещается. Немного подтягиваю ее. Все. Здесь ее обрезаю. Опа. Все. Здесь то же самое получилось. И с этой стороны у нас ничего не видно. Вот такие ручечки получились. Ну а сейчас я пропиткой, той самой пропиткой, которая обрабатывала трубочки, у меня с оттенком дуба, маскирую вот эти все места, где трещинки такие всякие маленькие. Вот, то есть привожу уже вид в порядок. Здесь, смотрите, вот как раз ниточка немножечко выбивается, ее уже не отрезать, поэтому я просто ее закрашиваю вот этой пропиткой. И туда внутрь убираю, посмотрите, ничего не видно теперь. Вот этот кончик, который торчит, ну не знаю, видно вам или нет, тоже можно пропиточкой замазать. И все. И все окей, здесь то же самое. На этом все. Я очень надеюсь, что видео было для вас полезным. Может быть, вы какую-нибудь новую информацию для себя узнали, чему я буду только рада. Я обязательно буду выгуливать эту сумочку, расскажу в своем инстаграм о своих впечатлениях. Присоединяйтесь, кстати, к моему инстаграм. Там я выкладываю даже ту информацию, которую не показываю в ютубе. Так что жду вас всех там. И я всем желаю вдохновения, легкого плетения. Не бойтесь плести сумочки, это очень увлекательное занятие. Всем пока-пока, увидимся очень скоро в следующих видео и трансляциях. Пока-пока!